Всем привет, с вами Безумный ТВ. В этом видео я расскажу, как решить новую головоломку в Акстафа и получить 4200 клейкоинов. Для этого переходим по ссылке в описании на страницу с головоломкой, после чего нажимаем на темную монету, и у нас открывается вот такое окно, где нужно нажать на ведро с капающим соком, после чего чуть ниже находим в Акстафа и нажимаем на его чемоданчик. Дальше откроется сам чемодан, и вам нужно будет сместить инструменты чуть в сторону, дабы освободить левую часть чемодана. После чего открываем вот это отверстие, и тут вы увидите место для открытия ключом. Где же взять ключ? Для этого возвращаемся в самый верх головоломки, нажимаем опять на Луну, после чего в столе видим выдвижную шухляду, на которую нажимаем, и именно здесь вы найдете ключ. Забираем его, после чего опять нажимаем на Луну и возвращаемся к головоломке, где уже на столе лежит ключ. С его помощью открываем тайник и видим здесь кусочки бумаги, которые также достаем и выкладываем на поверхность. Дальше эти кусочки вам в принципе не нужны, так как ответы на все дальнейшее я буду давать в ролике. На этих листочках написаны цифры, как нажимать на данные кусты. Но чтобы вы понимали, нажимаем на Луну, возвращаемся к столу, и именно здесь вы увидите те бумажки, которые мы нашли. Вот одна, она показывает, как нужно нажимать на кусты, а вот здесь вторая. С ее помощью мы будем открывать люк. Поехали, опять нажимаем на Луну. Скроллим в самый низ и здесь нажимаем на кусты, точно так, как было указано на листочке. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. После чего чуть ниже появится еще одна картинка, на которой вы увидите люк. Чтобы его открыть, нам и понадобится следующая подсказка, которую вы видите на экране. Желтые точки — это левая часть вентиля, серая большая — это весь люк, на который нужно нажать, и красная точка — это правая верхняя часть вентиля. Итак, приступим. 2 раза нажимаем на нижнюю часть вентиля, после чего на серую крышку люка. Дальше опять на нижнюю часть вентиля. Красная точка — это верхняя часть вентиля, нажимаем на нее, после чего 2 раза на крышке люка. 1 раз на нижней части вентиля, то есть левая нижняя часть, и еще 1 раз верхняя часть вентиля. После чего люк у вас должен открыться. Если что-то не получилось с первого раза, просто обновите страницу и повторяйте действия, как показано в подсказке. Скроллим роликом вниз. Здесь вам нужно нажать на вот этой миске, после чего начинается этап с приготовлением зелий. Но у нас нет ингредиентов, как вы видите. Их нужно собрать. Возможно, вы уже часть собрали, у вас здесь небольшая часть может отображаться. Поэтому нужно вернуться в самый верх. И здесь вы видите все необходимые ингредиенты, которые нужно будет собрать. То есть это разные грибы, червяк, пчела и тому подобное. Ягоды, все это вам нужно собрать. Также обязательно вот здесь внизу, где Вакстав стоит с чемоданом, нажимаем на куст, отсюда мы возьмем ягоды. И в самом верху, уже над чемоданом, еще выше, тоже нужно нажать на куст, чтобы взять еще одни синие ягоды. Таким образом вы соберете все ингредиенты почти. Чтобы дособирать их до конца, нужно навести мышку вот здесь между двумя картинками, подождать около 2-3 минут, после чего появится еще одна картинка, с которой мы собираем сверчка и гриб. После того, как вы собрали все ингредиенты, скроллим в самый низ, и они у вас будут отображены на столе. Должно быть как у меня. Если чего-то не хватает, то дособирайте, после чего можно приступать к готовке. Для приготовления всех зелий вам понадобится сок, который вначале вы набирали с дерева. Так что, используя ложечку, набираем немножечко сока с ведра и выливаем его в емкость. После чего нужно закидывать ингредиенты, которые вы видите на своем экране на скриншоте слева. Просто повторяйте данные действия, добавляйте ингредиенты и с помощью толкучки перемешивайте их в жижу. Иногда с первого раза может не получиться, ничего страшного, просто повторите действия. После того, как жижа приготовится, у вас на столе появится первая бутылочка с зельем. Дальше делаем точно так же. Добавляем все необходимые ингредиенты, перемешиваем, все кипятится автоматически и добавляется еще одна баночка. Бывает такое, что толкучка с первого раза, как я уже сказал, не размешивает ингредиенты. Повторяйте несколько раз. Также у меня были моменты, когда компоненты находились чуть выше толкучки, то есть они не реагировали на нее. Вам нужно взять тот же гриб или какой-то другой ингредиент и опустить чуть ниже, после чего несколько раз попытаться поводить толкучкой по ингредиентам, они
они перемешаются, и у вас получится еще одно зелье. Таким образом, вам нужно приготовить целых 5 зелий. Ничего сложного здесь нет, вы просто ставьте видео на паузу и по скриншоту закидывайте ингредиенты. В конце, когда вы все сделаете, у вас внизу появится вакстаф с большой бутылкой жидкости, что и будет говорить о том, что вы полностью прошли данный квест. Чтобы проверить, начислила ли вам клейкоины, переходим по ссылке в описании на страницу клей и проверяем. Если вам дало 4200 клейкоинов, вы все выполнили правильно, поздравляю, не забудьте подписаться, поддержать лайком и комментарием. С вами был Безумный ТВ, увидимся, всем пока-пока.